Глава 81. Возвращение на черный рынок. По черному рынку ползли слухи, древняя гробница рано открылась и рано закрылась, ее окружала странная аура. Несколько сотен бойцов отправились ее исследовать, а живыми вернулись лишь несколько. Знаменитые люди центрального государства, известные бойцы, все исчезли без следа, словно растворились в воздухе. Никто не слышал, чтоб такое происходило в загадочной гробнице, которой было 10 тысяч лет, открывалась она раз в несколько сотен лет. План старика в бронзовой маске провалился. Он не только не заполучил сердце королевы трупов, но и потерял собственную жизнь, и одного этого было достаточно, чтобы заставить людей плакать. Чутянь внес большой вклад. Он должен был получить фрукт младенческой души. Эта вещь была слишком важна для него. И если бы у него был фрукт младенческой души, Чутянь уже через неделю прорвался бы на уровень пробужденной души, иначе он столкнется с угрозой. Чутянь нашел пламенного призрака и ледяного демона. Оба были удручены, они были возле магазина своей секты и уже собирались уходить. На этот раз их поражение было слишком серьезным, старейшина умер, так что оставлять товар в стране Южного Лета было небезопасно, им следовало вернуться в секту. Они увидели, как к ним подходит юноша, который выглядел вполне обычно, одет был вполне обычно, а на плече у него сидит пушистый снежно-белый лист. Братья не смели его недооценивать. Они знали, что у Чутяня высокий потенциал. Может быть, он был слабее талантливейших учеников секты, но он спас им жизнь, так что его можно было считать спасителем. «Зачем ты пришел, брат Лу?» «Вы собираетесь уходить». Переглянувшись, пламенный призрак и ледяной демон понуро сказали: «Старейшина умер, а наш план провалился, и у нас нет права руководить караваном, так что мы должны вернуться в секту за приказом». Чутянь загадочно улыбнулся. То, что мы не заполучили сердце королевы трупов, не значит, что план провалился. Оба смотрели на него. «Что ты имеешь в виду?» Чутянь открыл сумку, и они увидели больше 10 сердец, каждое из которых было нестерпимо красным и испускало невероятную трупную ци. Братцы были приятно удивлены. Это сердце трупов монстров. Как Чутянь смог заполучить их, неизвестно, намеренно ли королева трупов поразила всех своей таинственной энергией. Эти люди не видели, что произошло, Лисенка они тоже не видели. Вдруг Лисенок подпрыгнул, его белая шерстка встала дыбом. Он поднял крохотные лапки, а на мордочке показалось злобное недовольство. Он знал о намерении своего хозяина, который хотел заключить сделку, отдав сердце трупов. Как он мог это сделать? Это было оскорблением для Лисенка. Чутянь проигнорировал его протест. Здесь больше 10 сердец трупов монстров, они зрели почти 10 тысяч лет. Хотя их нельзя сравнить с сердцем королевы трупов, их качество значительно превосходит качество сердец обычных трупов, и я думаю, что все вместе они не уступают сердцу королевы трупов. Пламенный призрак и ледяной демон недоверчиво смотрели на него. Что Чутяню оставалось делать? Не рассказывая о том, как он сбежал от королевы трупов, он вынул множество сердец трупов. Все вместе они были не хуже сердца королевы трупов. На лицах пламенного призрака и ледяного демона показалась радость. Это действительно был приятный сюрприз. Вернувшись в секту, они похвастаются этим великим достижением. Ради него старик в бронзовой маске пожертвовал жизнью. «Большое спасибо, брат Лу». Пламенный призрак энергично выражал благодарность. «Мы запомним о твоей услуге. Если ты когда-нибудь окажешься в великой стране Джоу и тебе что-то понадобится, просто скажи нам». Чутянь покачал головой и сказал: «Не надо благодарить меня, я сделал это не просто так». Братья знали, что имеет в виду Чутянь. Старик говорил, что когда они получат сердце, 3 фрукта младенческой души будут принадлежать Чутяню. «Твой вклад намного перевешивает 3 фрукта младенческой души», ответил пламенный призрак. «Каждое сердце красного трупа можно обменять на 1 фрукт, а остальные — на различные эликсиры». Лисенок смотрел то на хозяина, то на еду. «Почему ты злишься?» Лисенок сердито присел, подогнув лапы, и отвернул голову в сторону. «Чёрт возьми, ты игнорируешь меня. Как ты можешь все это съесть? Как я буду поддерживать тебя, если не стану сильнее?» Лисенок глухо фыркнул. «Ты еще не понял». Чутянь похлопал Лисенка по голове. «Это инвестиция, ясно?» Лисенок вскрикнул, закрыв голову лапками. Чутянь не обратил на это внимания. Сначала нужно было получить 3 фрукта младенческой души. На самом деле Чутянь было достаточно взять лишь фрукты младенческой души, остальные эликсиры не были бы ему полезны, но раз ему предложили, он не мог изменить принципам и отказаться, так что Чутянь начал выбирать. Кровавый костный мозг линджи. Чутянь нашел нефрит, похожий на линджи. Это редкий эликсир 2-го уровня, не уступающий фрукту младенческой души, я хочу его. Черный нефритовый женьшень. Тысячелетний лотос лавы. Чутянь удовлетворенно кивал. Их я тоже хочу. Чутянь выбрал несколько лекарств 2-го уровня, и все они были эликсирами. У него был острый взгляд.
Все лекарства, что он выбрал, были лучшими, пламенный призрак и ледяной демон были убиты горем, старик в бронзовой маске умер, и даже если караван не разрушится, они могут потерять все, если не найдут ответственных людей. Они принесут драгоценные сердца алых трупов, несомненно, это будет большим достижением для секты, но в то же время они теряют такие ресурсы. Чутянь забрал большую часть драгоценных эликсиров, но все же спросил, есть еще какие-нибудь хорошие лекарства? Лекарства. Есть одно. Пламенный призрак достал нефритовую коробочку. Это таблетки, которые сделал старейшина, в других странах их называют таблетками удачи. Они могут заживать раны, даже если переломаны все кости. Старейшина делал их специально для секты, но если они так нужны тебе, ты можешь их взять. Неплохо, неплохо. Эти братья были весьма щедрыми. Чутянь принял таблетки и приготовился уходить, потому что ему больше ничего не было нужно. «Пожалуйста, брат Лу, подожди!» — крикнул пламенный призрак, останавливая его. «У тебя много сердец черных трупов, они мало кому нужны в стране Южного Лета. Не мог бы ты продать их нам?» Чутянь ничего не сказал. Лисенок, сидящий на его плече, мгновенно встал на задние лапы, напугав их криком. Сердца трупов были его пищей. Хозяин уже обменял сердце высокого качества на кучу бесполезных материалов. Этот лисенок уже стал невероятно несчастным, а теперь его собрались лишить последней пищи. Что он будет есть? Как он мог быть счастливым? Молчи. Чутянь похлопал лисенка по голове и спросил братьев. «Сколько вы заплатите?» Несколько секунд поколебавшись, пламенный призрак сказал, «Мы заплатим по 10 духовных камней низкого ранга, за каждое из них 10 духовных камней низкого ранга». Это было примерно 100 тысяч золотых монет. В городе Южного Неба это было невероятной суммой. У Чутяня было то ли 200, то ли 300 сердец. Сколько денег можно заработать? Компании нужны были деньги, и Чутянь не колебался. Как насчет того, что я продам вам 50 сердец? Он должен был заботиться о пропитании лисенка. Где еще он может найти вещи с такой концентрацией энергии? Чутянь обанкротится, если будет покупать ему еду. Лисенок видел, что большую часть хозяин хочет оставить себе, так что решил согласиться, хотя он до сих пор недовольно сидел на плече Чутяня, подняв пушистые лапки. Он вел себя, как маленький преступник. «У тебя занятный духовный зверь, брат Лу. Я никогда раньше не видел такого умного духовного зверя. Верно, я нашел его в древней гробнице. Может быть, это вымерший вид». Лисенок сплюнул и уродливо искривил мордочку, выражая свое презрение к древним видам. Братья были удивлены. Как он мог быть таким умным? Это было восхитительно. Как бы они удивились, если бы знали, что лисенок только что родился. Не стоит удивляться, это обычный лис. Вот 50 сердец. Не обращая внимания на протесты зверька, Чутянь отдал товар. Целых 500 духовных камней низкого ранга. У Чутяня было слишком хорошее настроение. Он был чертовски удовлетворен, но он жалел, что ему нужно заботиться о пропитании лисенка. Он мог бы продать все сердца и в один момент стать богачом, но несмотря на это. Его путешествие на черный рынок принесло ему щедрый урожай, духовные камни, 3 фрукта младенческой души, множество эликсиров, адский меч, адское пламя, колокольчик, управляющий душой, десятки сердец. Он не знал, как использовать их, но лисенок знал, что их нужно есть. Прошло уже несколько дней. Чутянь скрывался достаточно долго, и настало время возвращаться, чтобы прорваться на уровень пробужденной души. Чутянь вернулся в комнату, где стояло 2 кровати. На одной лежал Сянху, а на другой красивая девушка в фиолетовых одеждах. Оба были без сознания и не собирались приходить в себя. Какова ситуация? Сянху стабилизировался, молодой мастер фиолетовой молнии не в порядке, подавленно сказала Цайды, атака королевы трупов уничтожила все ее меридианы, она может не дожить до завтра. Даже если она выживет, уровень ее силы снизится, возможно, ее будут мучить застарелые раны. Чутянь сжал запястье Юнья, посылая энергию. Ситуация была серьезнее, чем он представлял, и если в ближайшее время ее не вылечить, Юнья может стать калекой. Неважно. Он должен спасти ее. Открыв нефритовую коробочку, Чутянь достал таблетку и скормил ее Юнья. Цайда была потрясена. Разве это не таблетки удачи? Мой отец их холил и лелеял, а ты так просто скормил ей таблетку. Таблетка удачи — это название было подходящим. Чутянь помогал Юнья восстановить ее меридианы, и несчастье Юнья сменилось благословением. Юнья несколько раз кашлянула, ее ресницы долго дрожали. Когда она увидела Чутяня, на ее лице отразилось изумление. «Я не мертва?» Цайда вздохнула и сказала, «Ты чуть не умерла, но брат Лу спас тебя с помощью таблеток удачи». На лице Юнья появилось недоверие. Почему? Чутянь развел руками и сказал, «Ты много должна мне. Кто вернет этот долг, если ты умрешь?» Юнья была очень слаба, но сказала, глядя на него,
Таблетки удачи очень дорогие, но семья Юн не бедна. Если ты окажешься в центральном государстве, я заплачу тебе вдвое больше. Чу Тянь пренебрежительно искривил губы. Какие люди принадлежат 4 великим семьям центрального государства? Думаешь, я не понимаю? Все хотят съесть человека с потрохами. Отдать долго. Звучит хорошо, но это все равно, что кусать руку, которая тебя кормит. Ерунда. Юн Я была недовольна взглядами Чутеня. Семья Юн не похожа на другие семьи. У нас нет бизнеса, мы не связаны с правительством, мы не поддерживаем армию, у нас нет собственных войск. Мой дедушка Юн Тянхэ, заместитель директора Центральной государственной академии. Глава 82. Покидая. Юн Тянхэ, заместитель директора Центральной государственной академии. Это имя уважали студенты всего мира. Хотя семья Юн не была связана с правительством, многие чиновники страны Южного Лета прошли через школу Юн. Хотя у них не было бизнеса, многие знаменитые купцы прошли через школу Юн. Известные бойцы, знаменитые наемники, знаменитые семьи — все они были учениками семьи Юн. Семья Су, Семло, семья Э и семья Юн могли быть по разные стороны баррикад, но они всегда поддерживали Центральную государственную академию. Они создали себе репутацию, полагаясь на этику и мораль. Это было основой выживания семьи Юн, однако семья становилась больше, поэтому избежать неприятностей было нельзя. Дети становились гордецами. Они с рождения чувствовали себя центром Земли и вырастали в крайне высокомерных людей. Юн Я была именно таким ребенком. Она доставила Юн Тянхэ немало неприятностей. Как он мог не слышать о славе Юн Тянхэ? Он ведь гражданин центрального государства, Чу Тяню плевать на заместителя директора Центральной государственной академии. Разве такое возможно? Трупы Инь принесли им богатый урожай, 14 трупов Инь 2-го уровня пробужденной души, а 4 достигли даже 3-го уровня, их тело невозможно было разрезать, у них было много трупного яда. Ни боли, ни страха смерти, абсолютная преданность. Где еще можно было найти такого хорошего телохранителя? В городе Южного Неба среди нескольких миллионов людей можно было найти лишь 20 или 30 бойцов пробужденной души, многие достигли лишь 1-го уровня пробужденной души. Чу Тянь мог управлять множеством бойцов пробужденной души 2-го и 3-го уровня. Насколько страшной была их мощь, эти трупы могли быть грозной армией. Они могли быть боевой силой торгового чуда, конечно, жизнь трупов не вечна. Им нужно было поглощать энергию Инь, чтобы восстанавливать силы, но вне долины трупов их регенерация будет очень медленной. В большом городе, наполненном энергией Ян, они не смогут восполнять силы. Чу Тянь мог тратить большие деньги, закупая вещи, наполненные энергией Инь. Это окупало преимущество 18 трупов Инь. Но доходы торгового чуда не могли прокормить 18 трупов Инь. Какая жалость, если бы у Чутеня было еще немного времени, он бы забрал нескольких с собой. Если бы он смог заполучить больше 100 трупов Инь, то никто в центральном государстве не посмел бы пойти против такой несравненной силы. Но в этом мире не было совершенства. Эта поездка на черный рынок принесла ему в 10 раз больше прибыли, чем он ожидал, он не знал, что происходит в городе Южного Неба. В порядке ли младшая мисс Инь? С такой властью Чу Тянь мог бы защищать ее. Больше никто не посмеет пойти против торгового чуда на следующий день. Юн Я тренировалась во дворе. Ее раны уже зажили. Чу Тянь проходил через двор, неся большую сумку. За ним следовали 18 высоких людей в черных мантиях, и все они выглядели так, словно собирались в долгое путешествие. Юн Я странно посмотрела на него. «Эй, ты хочешь пойти в главный город? Со мной, к семье Юн?» У Чу Тяня был большой потенциал. Сейчас у него было много сокровищ и даже 18 сильных трупов Инь. Если бы она могла привести его в свою семью, ее дедушка определенно был бы счастлив. «Я обязательно посещу главный город», — покачал головой Чу Тянь, но сейчас не время. Юн Я быстро спросила: «Откуда ты пришел? Где ты живешь? Как я смогу тебя найти? Почему ты спрашиваешь? Ты предложишь мне себя за то, что я тебя дважды спас? Если так, то тебе нужно встать в очередь», — высокомерно фыркнул Чу Тянь, «но нужно напомнить, чтоб ты не слишком надеялась. Я уже много раз говорил, что ты не в моем вкусе, какой сумасшедший и самовлюбленный». Юн Я так разозлилась, что ее раны чуть не раскрылись снова. Если бы не травмы, она бы уложила его одним ударом ладони. «Не сердись, просто я честный человек», — смеялся Чу Тянь. Потому он перестал шутить и сменил тему. «У меня еще есть немного времени, и меня интересует твоя техника. Позволь мне один раз увидеть это». Юн Я сказала: «Хочешь украсть тайное искусство семьи Юн?» «Что еще за тайное искусство? Техника твоей семьи в моих глазах не лучше дорожной пыли.
Чуть-Тянь фыркнул. У меня сегодня хорошее настроение, так что я дам тебе пару подсказок. Но раз ты не хочешь воспользоваться возможностью, то забудь. Если повезет, мы еще встретимся. Развернувшись, Чуть-Тянь пошел прочь. Подожди. Хорошо, я сделаю это один раз. Но только один раз, и Юн-Я не знала, почему она выполняет просьбу Чутеня, но этот, казалось бы, обычный юноша вызывал у нее несравнимо глубокие чувства. В конце концов, она ничего не теряет. Духовный источник Чутеня был чужд техникам семьи Юн, так что даже если он узнает подробности, это не даст ему ничего. Он не сможет воспользоваться техникой семьи Юн. Школы семьи Юн широко распространены в центральном государстве. Они охватывают свыше 100 семей и 1000 сект. Тайное искусство молнии базируется на тайном искусстве грома, одним из 6 основных искусств Центральной государственной академии. Несколько поколений семьи Юн усовершенствовали технику, и сейчас она вышла на новый уровень. Тайное искусство молнии не уступает сильнейшей наступательной технике Центрального государства, тайному искусству меча. Смотри внимательно. Юн-Я стала демонстрировать свою технику. Чуть-Тянь смотрел внимательно, в критические моменты открывая глаз разума. Мощь тайного искусства молнии была разрушительной. Юн-Я молча тренировалась, чтобы прорваться на следующий уровень. Юн-Я медленно остановилась и гордо спросила: «Ну как?» Чуть-Тянь ответил: «Судя по тому, что я увидел, это весьма посредственная техника. В ней много изъянов, которые создают беспорядок. У нее есть потенциал, но ты не понимаешь ее сути. Вначале эта техника дает невероятную мощь, но затем она становится лишь слабее. Ты достигнешь 6-го уровня пробужденной души, но тебе будет трудно двигаться дальше. Техника, которая была основой благополучия и выживания семьи». Ответ Чутеня был плевком в лицо семьи Юн. Чуть-Тянь, не дожидаясь гнева Юн-Я, сказал: «Я помогу тебе немного улучшить ее». Ты улучшить. Семья Юн изучала эту технику несколько сотен лет, бесчисленные гении семьи Юн усовершенствовали ее. Ее можно было считать идеальной. Там было нечего улучшать. Этот парень слишком высокомерен, раз хочешь улучшить технику семьи Юн. Я скажу это лишь один раз, но ты еще вспомнишь мои слова. Сначала Юн-Я не прислушивалась, но спустя 2 предложения она изумилась. Недостатки, на которые указывал Чуть-Тянь, оказались ключевыми. Ее дедушка, Юн Тянхэ, раньше упоминал о них. Некоторые детали тайного искусства молнии требовали улучшения. Однако ее дедушка, хоть и распознал их, но не мог ничего изменить. Всего одна фраза Чутеня могла все изменить. Как это было возможно? Он уже знает про тайное искусство молнии. Мысли Чутеня были очень ясными. Чем больше слышала Юн-Я, тем сильнее удивлялась. Это было совершенно новое тайное искусство молнии. Чтобы изучить ее, человеку могло понадобиться несколько жизней. Чуть-Тянь видел ее лишь один раз, но уже понял ее суть. Более того, он кардинально изменил тайное искусство молнии, практически создав новую технику. «Я все сказал. Остальное зависит только от тебя». Чуть-Тянь развернулся. «До свидания». Старайся изо всех сил, Чуть-Тянь ушел. Оглушенная Юн-Я стояла на месте. Она замерла, словно статуя, погрузившись в этот новый мир. Каждое слово Чутеня было молнией, и Юн-Я чувствовала, как ее переполняет глубокая мудрость. Она ясно ощущала это. Она была близка к прорыву. Она многого не понимала, но интуиция подсказывала Юн-Я, что замечания Чутеня были верными. Раньше она не могла вникнуть в некоторые детали, но теперь все стало понятно: прозрение. Это было загадочное искусство. Юн-Я размышляла целых 10 минут. Вдруг она сжала кулаки, и над ней появилась молния. Она медленно начала практиковать это новое искусство. Каждый раз, когда она завершала цикл, она ощущала, как расширяется ее понимание. После 10-го цикла Юн-Я показалось, что она распахнула двери и вступила в совершенно новый мир. Бесконечная сила в мгновение заполнила ее тело. Подняв голову к небу, она взревела. В небе вспыхнула молния, безграничная сила охватила черный рынок. Все бойцы, что там находились, были поражены. Прорыв. Это прорыв эксперта. Такая сильная аура. Должно быть, это прорыв на 4-й уровень пробужденной души. Все начали переговариваться. На черном рынке было много скрытых талантов. Экспертов 4-го уровня пробужденной души редко можно было встретить даже в центральном государстве. Поэтому случившееся привлекло всеобщее внимание. У входа на черный рынок дул холодный ветер. Обернувшись, Чуть-Тянь увидел, как в небе сверкнула молния, и его губы изогнулись в улыбке. У нее неплохая интуиция, у нее есть перспективы. Лисенок пренебрежительно оскалился. Его хозяин слишком самоуверен, ты всего лишь указал на ошибки.
Это было слишком для Лисенко. «Брат Лу, ты действительно уходишь. Ты слишком торопишься». Цайды шла перед Чутянем. Сянху шел сбоку, опираясь на трость. Оба пришли, чтобы проводить Чутяня. Рано или поздно новость о древней гробнице распространится. У меня есть вещи, которые я там достал. Если я останусь на черном рынке, это привлечет внимание, так что я должен уйти. Чутянь достал из сумки 2 бутылки. Люди, которых я встретил, стали моими друзьями. Поэтому прежде чем уйти, я кое-что подарю вам. Брат Сян, это тебе. Эликсир 2-го уровня. Сянху не верил своим глазам. Эликсир 2-го уровня. Это слишком ценная вещь. Сянху был лишь на 9-м уровне совершенного тела. Для него были ценными даже эликсиры 1-го уровня, что уж говорить о 2-м уровне. Цайды, я приготовил это специально для тебя. Мне не нужны эликсиры. Цайда взяла бутылку с красным линджи и обеспокоенно сказала. Более того, они не приносят мне много пользы, это особенная вещь. Это редкий эликсир 2-го уровня, кровавый костный мозг линджи. Медленно сказал Чутянь. Они мало чем полезны обычным людям, но ты другая. У тебя с рождения закупорены меридианы. Во взгляде Цайды появилось изумление. Откуда он знает? Возможно, он знает с самого начала. Сянху был поражен. Меридианы, закупоренные с рождения. Неужели это та самая личность из центрального государства? Она была невероятно известной. Если Цайды действительно она, то это невероятно. Глава 83. Достигнув пределов терпения. Тем, у кого от рождения были заблокированы меридианы, предстояло прожить жизнь обычного человека. По крайней мере, так было в стране Южного лета. Чутянь, видимо, не знал о статусе Цайды, поэтому не обратил на удивление Сянху никакого внимания. Заблокированные меридианы не могут поглощать энергию, поэтому ты не можешь совершенствоваться, но смогла создать сильный фундамент. Думаю, сокровища неба и земли, которые тебе дал эксперт, могут поглощать энергию. Он явно непростой человек, так что и твое происхождение, Цайды, не такое уж и простое. Цайда была сбита с толку. Кажется, он не знал про ее настоящую личность. Иначе он не вел бы себя так. Цайда не была готова обсуждать семью, но ей было любопытно, и она спросила: «Ты все еще не сказал, как использовать кровавый костный мозг линджи? Твои заблокированные меридианы — это врожденный дефект. Врожденная болезнь. Раз это заболевание, его можно вылечить. У тебя неплохая ситуация. Я хочу применить лекарство, и кровавый костный мозг подходит лучше всего. Это невозможно, врожденные заблокированные меридианы нельзя вылечить. Просто поверь мне и попробуй». Чутянь протянул ей свиток, это формула. Когда вернешься домой, собери необходимые материалы и заручись помощью бойца пробужденной души 5-го уровня. Я гарантирую, что за 10 дней ты станешь нормальным человеком. Лицо Цайды поблекло. У нее действительно был шанс стать нормальным человеком. Цайда покинула дом, потому что хотела избежать странных взглядов чужих людей. Она не хотела, что ее отец тратил из-за нее столько ресурсов. «Я сделал, что хотел, а теперь мне пора уходить», — выпрямился Цинли. «Берегите себя, ребята». Гора стоит на месте, но вода бесшумно движется, так что в один прекрасный день мы снова встретимся. Сказав это, Чутянь натянул поводья и взмахнул хлыстом. Заржав, лошадь пошла в галоп, взлетели клубы пыли. Он сделал то, что хотел, и черный рынок его больше не интересовал, так что он даже не оглянулся. У него на плече сидел Лисенок. Прощаясь, он поднял лапку. Цайда держала в руках бутылку и свиток с формулой, на ее лице были волнение и ожидание. Кажется, ей действительно повезло встретить этого странного парня Лу. Даже ее отец не мог излечить ее. Неужели метод этого юноши действительно эффективен? Цайда приняла решение попробовать его, как только вернется. Она ясно понимала, что это необычный человек, что с ней произошло чудо. Сянху был крайне напуган. «Я никогда не думал, что ты...» «Ты можешь быть...» Цайда слабо улыбнулась. «Это секрет, ты не можешь никому говорить об этом». Сянху был взбудоражен и встревожен. Они уже собирались возвращаться на черный рынок. «Брат Лу! Брат Лу!» Быстро бежала фиолетовая фигура. Изгибы ее тела были изысканными, а лицо скрывала фиолетовая вуаль. Ее тело окружала святая аура, и она была действительно красивой девушкой. Когда она подбежала к ним, ее лицо наполнилось тревогой. Куда ушел Лу Жень? Невероятно, Юн Я действительно была впечатлена. Лу Жень был экспертом, который рождается раз в 1000 лет. Наверное, даже молодой мастер небесного меча Чусин не мог с ним сравниться. Он был человеком, чье значение было невозможно измерить. Семья Юн была семьей ученых.
Если они смогут завербовать Лу Женя, это будет для семьи Юн невероятным счастьем. А может быть, даже для центрального государства усовершенствовать техники семьи Юн. Указать на все ошибки лишь несколькими словами. Юн Я уже давно застряла на 3-м уровне пробужденной души. Более того, она не видела надежды на то, что сможет прорваться дальше. Именно поэтому Юн Я не дотягивала до других молодых мастеров. Кто мог догадаться, что этот цветок расцветет? Лу Жень легко решил проблему, над которой она билась уже давно. Наконец Юн Я сможет конкурировать с 3 молодыми мастерами. Сян Ху со странным выражением сказал: «Ты поздно пришла». Он уже уехал. Ты действительно не умеешь общаться с людьми. Цайда была немного недовольной. Брат Лу несколько раз спас твою жизнь. А ты даже не пришла проводить его. Юн Я была ошеломлена. Он уехал. Выражение лица Юн Я было немного рассеянным. Безграничную ярость скрывал густой туман, тот же, что скрывал и личность этого юноши. Лу Жень говорил, что он вернется к семье Юн, чтобы забрать свой долг. Однако Лу Жень был необычным человеком. Ко всему он относился свободно, а его методы были необычными. Он работал не ради наживы, а его поступки были продиктованы настроением. Юн Я надеялась, что он придет, потому что такой человек, как он, мог и не вернуться за своими долгами. Они не думали, что Чутянь может использовать маскировку. С одной стороны, он защищал себя от убийц семьи и семьи Чу. С другой стороны, это помогало ему быть в безопасности во время приключения. Так что Юн Я и Цайда искали бы его по этому имени и по этой внешности, но они не смогли бы узнать про истинную личность Чутяня. Чутянь не дал им никакой информации о себе. Из-за опасностей древней гробницы Чутянь пришлось раскрыть некоторые из козырей. Например, его духовный источник, который он не хотел никому раскрывать. Цайда оказалась непростой личностью. Юн Я был одним из знаменитых гениев центрального государства. Сян Ху родился в обычной семье, но у него был опыт. Если бы он родился в центральном государстве, его совершенствование шло бы гораздо быстрее. Могли бы они встретиться снова, Чутянь даже не думал об этом. Через 3 дня. В город Южного неба медленно вошел юноша, одетый в длинный халат цвета пепла с обычным мечом за спиной. За ним аккуратно следовали больше 10 высоких людей в черных мантиях. 10 дней, целых 10 дней. Казалось, атмосфера города Южного неба стала очень странной. Солдаты патрулировали улицы, а на улицах стало намного меньше людей. Что же случилось? Почему атмосфера стала настолько удручающей? Чутянь явно чего-то не понимал. Не думая об этом, он сразу же побежал домой. Когда Чутянь оказался перед воротами семьи Мэн, его глаза широко распахнулись. Что происходит? Где дом? Перед Чутянем были черные руины. Дом сожгли, но воздух еще хранил тепло пламени. Это значило, что дом потух не так давно. Больше десятка солдат разбирали развалины. «Что ты делаешь, жалкий паршивец? Разве ты не видел знак на дороге? Тебе сюда нельзя». Капитан, сжимающий в зубах сигарету, с нетерпением смотрел на него. «Быстро уходи, не вмешивайся в нашу работу». «Что здесь произошло, капитан? Почему тебе так интересно? Какое тебе дело?» Чутянь передал ему золотую монету. «Я знал, что ты непростой человек. Должно быть, ты здесь недавно». Глаза капитана загорелись, когда он увидел монету, а сам он резко растерял враждебность. Никогда не суй нос в чужие дела. Разве можно путаться с семьей и семьей Чу? Если обидеть их, они уничтожат твой дом. Чутянь со спокойным лицом спросил, что здесь произошло? Глубоко вздохнув, капитан бросил на землю сигарету и наступил на нее. Кто надоумил Чутяня действовать так грубо? Кто надоумил оскорбить семью и семью Чу? Разве можно так просто оскорблять эти семьи? Они прислали сюда десятки экспертов, чтобы вернуть свои торговые места. Жителям города Южного неба трудно жить в такой атмосфере. Капитан был несколько подавленным. Чутянь снова спросил, кто и как напал на этот дом? Капитан глухо фыркнул. Ты еще спрашиваешь. Город Южного неба перевернули вверх дном, но этот мелкий ублюдок исчез. Как Исюн мог не рассердиться? Он обрушил свой гнев на 2 молодых мисс семьи Мэн. Это хорошие друзья Чутяня, он хочет взять их в заложники, чтоб Чутянь вернулся. Солдат, стоящий в стороне, сказал, какой от этого толк? Чутянь, наверное, напуган. Другой солдат сердито сказал, неужели этот паршивец может быть сумасшедшим? Как он мог сбежать? Он сбежал, втянув в это 2 мисс семьи Мэн. Ты не можешь так говорить, человек не может оставаться в такой опасной обстановке.
Если бы 10 бойцов пробужденной души хотели убить тебя, ты бы не сбежал. Если он хотел сбежать, то мог бы забрать этих красавиц с собой. А он сбежал один. Верно, он лишь разочаровал людей. Я думал, что он храбрый. Оказывается, он всего лишь трус, солдаты продолжали говорить. Сестер Мэн втянули в конфликт. Это очень рассердило солдат. Несколько крупных семей стали принимать ответные меры, и весь город накрыла тень. Это заставило страдать всех. Чутянь сердито потер лоб. Что сейчас с сестрами Мэн? Мэр Наньгун, мастер Чжан и генерал Сюн в самый ответственный момент спасли молодых мисс. Капитан достал еще одну сигарету, и конфликт был погашен. Где они сейчас? Они ранены. Да кто ты такой? Почему ты расспрашиваешь нас? Капитан был недоволен. Вчера молодые мисс нашли убежище во дворце мэра. Говорят, эксперт семьи прокрался туда, чтобы напасть на молодую мисс, но вторая мисс защитила ее, получив рану от удара ладонью. Кажется, это очень серьезно, никто не знает, жива ли она, ерунда. Наверное, она мертва. Ты прав. Ее ударил боец пробужденной души. Боец совершенного тела не может выжить. Черт побери, они ранили Ин, Чутянь окончательно разозлился. Ужасающая аура, окружившая его, напугала всех солдат. Чутянь провел по лицу рукой и сразу же вернулся с прежнему облику. Ты, Чутянь. Солдаты чуть не упали от удивления. Разве они не искали его по всему городу Южного неба? Почему он вернулся? Он идет в руки к смерти, только что они оскорбляли Чутяня. Если Чутянь разгневается, они лишатся жизней. Послушайте меня. Семья Чу, семья Я, Чутянь, не боюсь их. Они еще поплатятся. Чутянь холодно хмыкнул и пошел ко дворцу мэра. Раз он уже снял маскировку, то должен был увидеть все. Глава 84. Раздирая лицо. Во дворце мэра, начиная от главных ворот, за которыми был коридор и сад, до двора, через каждые 3 шага стояли стражники, а через каждые 5 шагов располагался сторожевой пост. Местность патрулировали элитные телохранители, которые были более внимательными, чем обычно. Тихая комната пропиталась запахами лекарств. На кровати лежала девушка, которой было то ли 15, то ли 16 лет, ее глаза были закрыты. Она хмурилась от боли, которая с каждым вздохом разрывала грудь и распространялась по всему телу. Мэн Ин хрипло кашлянула, сплюнув кровью. Быстро взяв полотенце, она вытерла подбородок. Ее налитая грудь продолжала вздыматься, словно ей было неудобно дышать. Через некоторое время дыхание выровнялось. Мэн Ин стала более тощей, чем 10 дней назад. Ее худое лицо побледнело, потеряв всякий румянец. Она с силой подавляла кашель, чтобы остальные не беспокоились о ней. Она выглядела настолько слабой, что никто не мог ее не жалеть. Снаружи не было слышно ни звука. На подбородке Мэн Ин засохла кровь, этой же кровью пропиталось полотенце. Натянув одеяло, она делала вид, что спит. «Ин, тебе лучше». Раздался невероятно привлекательный голос. «Просыпайся быстро, Сюн Тяньян приготовил тебе лекарство», вошла высокая и красивая девушка в белых одеждах. Она села возле кровати, держа чашку с лекарством. «Быстро пей, это поможет вылечить твои раны». Открыв глаза, Мэн Ин тут же села. На ее аккуратном лице была счастливая улыбка, она похлопала себя по груди и сказала: «Я поспала и теперь чувствую себя намного лучше». «Не беспокойся, сестра. Не стоит волноваться, мое тело в порядке. Я практикую бессмертное звездное тело. Эти люди хотели убить меня. П.Ф.» Она гордо подняла голову. Мэн Циньву вздохнула. «Перестань делать вид, что ты сильная, и пей лекарство». Что это за лекарство? Оно пахнет тухлыми яйцами. Искривилась Мэн Ин. Можно мне его не пить? Ты должна. Мэн Ин неохотно взяла чашку. Город охвачен хаосом, ты должна управлять компанией. Я не хочу, чтоб ты обо мне беспокоилась. Я могу о себе позаботиться, в такое время это лучше сделает Наньгун. Тебе просто нужно слушаться меня и пить лекарства. Как Мэн Циньву могла не знать, что Ин лишь притворяется сильной? Ей хотелось разделить боль сестры. Вдруг она что-то вспомнила. Если все пойдет по плану, то Чутянь должен вернуться в ближайшие 2 дня. Ты знаешь его характер, и он будет очень зол, когда все увидят. Тогда. Я даже не хочу думать об этом.
Стоило ли говорить об этом? Если Чутянь узнает, что меня пытались убить, несомненно, он без колебаний отомстит за меня. Мэн Ин не сомневалась в этом. Мэн Циньву немного обрадовалась, но методы Чутяня были жесткими, а характер бесстрашным. Если он придет сейчас, то не попадется ли в ловушку? Скверно, скверно. Бесчисленные эксперты семьи Чу и семьи Э были бойцами пробужденной души. Даже мэр пытался избежать столкновения с ними. Как против них мог пойти Чутянь? Мы не можем говорить ему о твоих ранах. Я понимаю, расслабься. Мэнин поднесла к губам чашку и залпом выпила лекарство. Она скривилась. Что за лекарство сделал старый Сюн? Такое горькое. Готова поспорить, что лекарство Чутяня было бы гораздо вкуснее. Мэн Циньву беспомощно улыбнулась. Эта девочка упоминала Чутяня через каждые 3 предложения. Лекарство Чутяня было трудно пить, но оно было очень эффективным. Выпив его, Мэн Ин почувствовала облегчение. Она была очень довольна тем, что может выздороветь до возвращения Чутяня. В это время снаружи начался переполох. Со стороны главного зала доносились звуки чьей-то ссоры. Сестры мгновенно насторожились. Ситуация в последнее время была очень напряженна, и даже во дворце мэра они не были в полной безопасности. Так что они перепугались. Мэн отбросила одеяло, и ее гладкие белые ноги оторвались от кровати. Мэн Циньву поддержала ее. «У тебя еще не зажили раны, тебе не нужно двигаться». Мэн покачала головой и сказала: «Думаю, там что-то случилось, давай посмотрим». У Мэн Циньву не было другого выбора. Она могла лишь выйти из комнаты, поддерживая Мэн Ин. Из комнаты, где лежала Мэн Ин, можно было попасть прямо в главный зал дворца. Все было в беспорядке. Наньгун, одетая в мантию мэра, сидела на его троне. Рядом с ним стояли несколько стражников в тяжелых доспехах. В главном зале было несколько человек, одетых в официальные длинные одежды. Они ругались с Наньгуной, а их лица были полны высокомерия. Седой старик, держащий в руке свиток, крикнул: «Наньгун, меня зовут Ло Фэнь, я пришел из кураторского дворца главного города. Мы подозреваем, что Чутянь скрывается в вашем дворце. Пожалуйста, содействуйте нам в поисках». Вы не называете причин. Это кажется вам смешным. Холодно рассмеялся Наньгун И. Вы уже приходили позавчера, а сегодня пришли снова. Думаете, дворец мэра — это свалка мусора на заднем дворе? Проваливайте, пока я не разозлился. Наньгуны. Что это за отношения? Город Южного Неба не принадлежит вам. Достаточно хорошие отношения, поэтому я призываю вас не заходить так далеко. Наньгун И встал и повернулся к ним спиной. Он нетерпеливо махнул рукой: «Проваливайте». Их окружила дюжина стражников. Энергия Ло Фэня вырвалась наружу и превратилась в духовный источник. Пара ладоней прорезали воздух, и дюжина людей разлетелась в стороны, получив тяжелые травмы. Остальных стражников охватил ужас. Ло Фэн был бойцом пробужденной души. Если они хотели увести его, они должны были заплатить высокую цену. Лицо Наньгун И помрачнело. Зал мгновенно заполнила величавая аура. Вы ранили моих стражников у меня на глазах. Наньгун, не изображайте непонимание. На лице Ло Фэня не было и следа страха. Он строго сказал: «Мы пришли сюда, чтобы вам все стало понятно. Пожалуйста, скажите это еще раз». В голосе Наньгун И был холод. Ло Фэнь уже собирался открыть рот, как в зал вошла обессилевшая Мэн Ин. Наньгун И нахмурил толстые брови. «Вы еще не выздоровели, почему вы здесь? Быстро возвращайтесь». Это они. Глаза Ло Фэня засветились холодным светом. Раз мы не можем найти Чутяня, мы должны забрать их. Не думаю, что если мы начнем пытать их, Чутянь и дальше сможет скрываться. Какая самонадеянность! Сердито крикнул Наньгунный. Неужели кураторский дворец может отдавать такие приказы? Ло Фэнь считал иначе. Это не связано с кураторским дворцом. Чутянь убил Ло Яньшана, старейшину семьи Ло. Семья уже решила этот вопрос. Вы не можете в это вмешиваться. Главный мэр уже недоволен вами. Призываю вас не совершать неправильные поступки, иначе я перестану быть мэром. Холодно произнес Наньгун И. Ло Яншан говорил то же самое, но теперь он мертв. Хотите пойти по его стопам? Ло Фэнь изумился. Вы, Наньгун И, яростно сказал: «Пока я мэр города Южного Неба, такие жалкие люди, как вы, не могут вмешиваться в мои дела. Проваливайте». Хорошо, хорошо, хорошо. Ло Фэнь усмехнулся и достал из рукава свиток. Кажется, мэр Наньгун идет против главного города.
Приказ кураторского дворца таков. Поскольку мэр Наньгун укрывает вора, с сегодняшнего дня он временно отстранен от должности мэра. Я буду занимать эту должность, пока не изучу вопрос полностью. Временно отстранен от должности мэра, лица Мэн Цинь-Ву и Мэн Ин застыли. Хотя Наньгун и был мэром небольшого города, это была существенная должность. Торговое чудо появилось совсем недавно, а центральное государство угрожало компании. У компании должен был быть надежный зонт, чтобы она выжила. Под каким зонтом спрячется торговое чудо, если Наньгун и потеряет должность мэра? Ло Фэнь радостно посмотрел на Наньгуна. Затем он перевел взгляд на сестер. Или вы пойдете с нами добровольно, или мы уведем вас силой. Мэн Цинь-Ву стиснула зубы и вдруг сделала шаг вперед. «Отпусти мою сестру, я пойду с вами». «Сестра». «Не надо». Лицо Мэн Ин покраснело, а дыхание участилось. Ее раны снова открылись, и она сплюнула довольно много крови. «Ин». «Что такое?» «Не бойся за меня». Мэн Цинь-Ву поспешила поддержать Мэн Ин. «Дела плохи». Наньгун и был испуган. «Быстро позовите Сюн Тяньяна». Ло Фэнь расхохотался, ни одна из сестер не может сбежать. «Стража, слушать меня. Схватите этих преступников. В награду вы получите 3000 золотых монет и станете выше на 3 ступени. Неподчинение приведет к наказанию согласно закону военного времени». Стражники мэра безучастно переглянулись. Но вдруг раздался знакомый голос. Он донесся от входа в зал. «Не блаже, старый дурак». Сестры были поражены. Чутянь вернулся, Наньгун и просто непонимающе глазел. Перед тем, как Чутянь ушел, Наньгун и пообещал ему заботиться о сестрах. Кто бы мог подумать, что сегодняшний день наступит? Все услышали звон колокольчика. Несмотря на то, что он был нежным, он оказался очень отчетливым. Гипнотические звуки рассеяли внимание каждого. Юноша, покрытый пылью, высокомерно вошел в главный зал. Он был одет в серую мантию, а за спиной висел древний меч. С каждым шагом колокольчик, висящий на его талии, звенел. Его лицо было красивым, глаза сияли, словно яркие звезды, а черные зрачки были бездонными. Ло Фэнь удивился. Кто это? Мэн Ин сидела на земле, ее одежда спереди испачкалась кровью. Увидев Чутяня, она не могла остановить слезы. Последние несколько дней она заставляла себя улыбаться. Теперь, когда она увидела Чутяня, вся ее печаль выплеснулась наружу. Он появился в такой решающий момент, должно было произойти что-то невероятное, Чутянь тяжело вздохнул. К счастью, Ин была жива, Чутянь холодно посмотрел на Ло Фэня. «Ты ищешь меня уже несколько дней, а теперь я стою перед тобой, но ты не узнаешь меня». «Что за глупости?» «Ты Чутянь». Люди вокруг Ло Фэня были в шоке. Чутянь так самоуверенно появился перед ними. Они повсюду искали его и, наконец, нашли. Ло Фэнь холодно улыбнулся. «Никогда не думал, что ты осмелишься вернуться. Ты знаешь, с какими последствиями столкнешься. Вперед! Уведите его. Переломайте ему руки и ноги». Десяток экспертов семьи Ло одновременно кинулись к Чутяню. Каждый из них был элитой совершенного тела. Чутянь рассмеялся. Бесполезные прихвостни. Появился духовный источник в виде меча. Кулак пробил грудь эксперта семьи Ло, словно тигр, прыгнувший на добычу. Его удары напоминали удары молотка, ноги двигались, как лезвие. Уже через мгновение все они лежали на полу, либо мертвые, либо искалеченные. Лицо Ло Фэня заполнилось удивлением. Ты посмел убить членов семьи Ло. Какое это имеет значение? Я собираюсь убить тебя». Чутяня переполнял гнев, он без колебаний прыгнул на Ло Фэня. Глава 85. Зарезать насмерть. Ло Фэнь поднял лицо к нему и взревел. За его спиной появился духовный источник в виде каменного тигра. Мощное тело каменного тигра начало покрываться каменной броней. Кулак устремился вперед. Глухой взрыв сотряс весь зал, Чутяня отбросило на несколько шагов. Его правую руку пронзила острая боль. Каменный тигр был оборонительным духовным источником. К счастью, Чутянь практиковал бессмертное звездное тело. Его плоть и кровь были закалены звездным светом, так что он стал очень крепким. В ином случае его кости просто сломались бы. Посредственный боец совершенного тела переоценил себя. Трещины на каменной броне тигра начали затягиваться. На лице Ло Фэня было презрение, но в глубине души он был удивлен. Чутянь определенно не был бойцом пробужденной души. Но сила его удара напоминала удар бойца пробужденной души.
У этого жалкого паршивца действительно были навыки, но какое это имело значение? Каменный тигр был окружен сильной духовной энергией, которая защищала его тело. Ло Фэнь, боец первого уровня пробужденной души, мог противостоять даже бойцу, который достиг пика пробужденной души. Так что этот желторотый паршивец не мог причинить ему вред, каменный тигр громко взревел, главный зал задрожал, у стражников закружила голова, они едва смогли устоять на месте. Боевое искусство семьи Ло — рев тигра. Наньгун и быстро бросился к сестрам, чтобы защитить их. Огненно-красная духовная энергия защитила девушек от ударной волны. Рев тигра был атакующей звуковой волной. Бойцы пробужденной души использовали эту технику, чтобы ранить бойцов пробужденного тела, чтобы они потеряли равновесие. Мэн Ин была тяжело ранена. Если бы ее поразила такая мощная атака, возможно, ей бы стало еще хуже. «Сегодня ты умрешь». Каменный тигр поднял правую лапу и, издав сокрушительный рев, выстрелил в Чутяня ударной волной. Рокот тигра разодрал одежду Чутяня. Чутянь достал из-за спины адский меч. Небрежно размахивая им, он разрушил ударную волну. Древний сине-белый меч. Лезвие было гладким, словно зеркало. Из него исходил леденящий холод, пробирающий до костей, заставляющий сердце биться быстрее. Что такое? Этот меч не мог разрушить мою атаку. У Ло Фэня не было времени думать об этом, и лапа каменного тигра снова нанесла удар. Чутянь активировал духовный источник. Адский меч, ощутив силу духовного источника, затрясся. Словно пробудившись от долгого сна, он засиял пурпурно-черным. Один взмах, Чутянь взмахнул лишь один раз, луч света прорезал пустоту, рука отлетела высоко в воздух. Ах! Моя рука! Удар Чутяня отрезал Ло Фэню руку, Ло Фэнь не мог понять, как посредственный боец совершенного тела смог ранить его. Он не мог поверить, что меч смог одолеть каменного тигра, смог пробить его оборону. У тебя посредственная защита. Духовный источник в виде меча демонического бога продолжал испускать энергию. Адский меч засветился еще ярче, а его мощь вышла на новый уровень. Ло Фэнь так испугался, что едва не лишился сознания. Хватит. Луч света вылетел, словно срезав пшеничный стебель. На пол упала отрезанная голова. Казнен. Всего одним ударом боец совершенного тела победил бойца пробужденной души, и это было страшное зрелище. Чутянь с такой легкостью расправился с ним. Он убил его с одного удара. Ты посмел обезглавить старейшину семьи Ло. Ваш сфабрикованный приказ, парни, это уже преступление. Так что даже если я убью вас, то ничего не будет. Нет, нет. Члены семьи Ло не могли даже сопротивляться. Выпустив несколько лучей света, Чутянь обезглавил их всех, Мэн Циньву и Мэн Ин пораженно молчали. Их сознание было ясным. Чутянь был высокомерным, но не кровожадным. Его многие оскорбляли. Но Чутянь никого не убивал, а лишь калечил их, да и то, если ситуация накалялась. На этот раз он, не колеблясь, убил всех членов семьи Ло, на этот раз Чутяня действительно разозлили, Наньгун и даже не успел остановить его. Он был поражен силами Чутяня. Чутянь был на пике 9 уровня совершенного тела, но оказался не слабее его дочери Наньгун Юн. Наньгун Юн достигла пика 9 уровня совершенного тела. Но уже в 16 лет она могла прорваться на уровень пробужденной души. Уже 2 года она оставалась на уровне совершенного тела, потому что хотела создать прочный фундамент. Практикуя искусство пылающих небес, она укрепляла свое тело. А бессмертное звездное тело уже обеспечило ей серьезный прорыв. Наньгун Юн столько времени создавала фундамент, так что в том, что она могла сражаться с бойцами пробужденной души, не было ничего удивительного. Сила Чутяня внезапно увеличилась. Как он стал сильным за такое короткое время, этот меч казался не таким уж простым, Чутянь был из семьи Чу, так что его духовный источник в виде меча не удивлял. Но Наньгун и ощущал загадочную древнюю атмосферу, исходящую от этого источника. Этот духовный источник был непростым, возможно, он мог позволить конкурировать с гением центрального государства. Чу Синхэ, такой пугающий человек мог стать достойным противником Чу Синхэ. И этим человеком был забытый бастард семьи Чу. Трудно было представить, о чем думал лидер семьи Чу, Чутянь даже не посмотрел на трупы. Тут же, убрав адский меч, он подошел к Мэн Ин. Схватив ее за запястье, ничего не говоря, он начал вливать в нее духовную энергию. У нее были повреждены десятки меридианов. 5 внутренних органов были серьезно ранены, травмы оказались очень серьезными. Хотя лекарства Сюн Тянь Яна подавили их, Чутянь видел, что Мэн Ин страдает от сильной боли. Она скрывала ее и делала вид, что ничего не случилось. Какая глупая девочка. Возможно, Мэн Ин умерла бы, если бы не практиковала бессмертное звездное тело.
Чутянь достал бутылку с эссенцией жизни. Для начала выпей это. Мэнин не знала, что достал Чутянь, но доверяла ему на все 100%. Не колеблясь, она выпила половину бутылки. Как странно. Мне больше не больно. Мои раны затянулись. Мэн-Ин прыгала от радости. Она указала на бутылку. Это слишком сильная вещь. Она действительно хороша. Чутянь был немного опечален. Я втянул вас в это. К счастью, никто не пострадал. Нежно улыбнулась Мэн Циньву, семья Чуй семья, и отправили немало экспертов. Все они ищут тебя. К счастью, последние несколько дней тебя здесь не было, иначе все было бы гораздо хуже, Наньгун и произнес. Но тебе не нужно слишком беспокоиться. Моя семья уже получила письмо. Высшие семьи надавят на главный город. Не беспокойся, они не посмеют навредить тебе. Семья Наньгун была одной из 3 великих семей королевства. Семья Э и семья Чу были влиятельными, но они не могли сравниться с семьей Наньгун. Если семья Наньгун надавит на них, им придется сдержаться. Мэн Циньву и Наньгун и хотели, чтоб Чутянь потерпел. Потерпел, в словаре Чутяня не было такого слова. Ин, ты веришь мне? Мэн Ин не колебалась. Конечно, я тебе верю. Чутянь кивнул. Отлично. Мы отправляемся прямо сейчас. Куда ты хочешь пойти? Я хочу отомстить. Мэн Циньву и Мэн Ин потеряли дар речи. Резиденцию семьи охраняло множество экспертов, и даже мэр опасался идти туда. Чутянь хотел отправиться прямо в объятия смерти. Мэн Ин поспешно остановила Чутяня. «Не делай глупостей, я уже в порядке. Они раздавят нас, мы не можем пойти против них. Твои раны были такими серьезными. Ты могла это выдержать, но я не могу». Но Чутянь был настроен серьезно. Я уже убил членов семьи Ло. Неважно, кто еще умрет. Сегодня я убью их всех. Я уже оскорбил их и не боюсь ненависти. Кто может их бояться? В его словах было немного правды. Не бойся. Чутянь яростно схватил Мэн Ин. Ты должна это увидеть. Эти ублюдки за все заплатят. Закончив говорить, Чутянь решительно вышел. Его беспощадность и упорство тронули мягкое сердце Мэн Ин, ее глаза заблестели от слез. Потому что ее унизили. Он был готов без колебаний вступиться за нее, был готов пойти даже против сильных врагов. Мэн Циньву смотрела, как Чутянь уходит. Ее взгляд стал пустым. Она ревновала его к Ин. Она была сильной, но все же женщиной. Она до сих пор хотела, чтоб ее кто-то защищал. Ничтожный ублюдок. Как он меня раздражает. Наньгун и наконец понял, почему Чутянь так хорошо сошелся с Наньгун Юн. Они были сделаны из одного теста. Если Наньгун и приложит все свои силы, то чего он может опасаться? Конечно, ничего, Наньгун и беспокоила угроза того, что все станет гораздо серьезнее. В конце концов, семья Ло, семья Чу и семья Э были великими семьями центрального государства. Они властвовали на протяжении многих лет. Зачем уничтожать все пути к отступлению, ничего не обдумав? Тогда даже Наньгун и не сможет защитить Чутяня. В этих 3 семьях было немало экспертов. С ними не мог сравниться даже Наньгунный. Сколько лет было Чутяню? Каким был его фундамент? В конце концов, как он может с ними справиться, это не волновало Чутяня. Как жители города Южного Неба могли подумать, что Чутянь проглотит это оскорбление? Всего лишь 10 экспертов пробужденной души? Сейчас это было для него мелочью.